Всем привет! С вами канал Hobby Point и я Анастасия. Сегодня я покажу, как сделать вот таких стрекоз в технике фривольте иглой. Список всех необходимых для работы материалов, а также ссылка на схему есть в описании под видео. Нанизываем 2 бисеринки на нитку и оставляем длинный хвостик, так как будем вязать комбинированные кольца. Первое кольцо будет состоять из 6 узлов фриволите. Если вы еще не знаете, как выполнить узел фриволите, пико, кольцо или дугу, вы можете посмотреть подробный урок на эту тему на моем канале. Ссылка есть в правом верхнем углу или в описании под видео. Закрываем кольцо, но не делаем фиксирующий узелок, а сразу будем выполнять второе кольцо. Оно будет комбинированное. Набираем 5 узлов. Вытягиваем хвостик и разворачиваем иголку ушком влево. Хвостиком набираем еще 5 узлов. Так как это обратная сторона, то сначала набираем вторую половину узла фриволите, а затем первую. Если вы хотите, чтобы стрекоза немного изгибалась, как у меня, то постарайтесь первый узел сделать плотнее к предыдущему кольцу. Разворачиваем иголку обратно ушком вправо, заправляем нитку и закрываем кольцо, как обычно. В этот раз мы снова не делаем фиксирующий узелок. Повторяем комбинированное кольцо, только в этот раз делаем по 6 узлов фриволите с каждой стороны. Затем делаем еще 2 комбинированных кольца, первое из 7 узлов, а второе из 8 узлов с каждой стороны. У нас получилась вот такая цепочка. Переворачиваем ее и делаем фиксирующий узелок. Так как я с одной стороны делала узелки плотнее к предыдущему кольцу, то цепочка у меня немного загибается в левую сторону. Теперь выполним крылышки. Набираем 14 узлов. Затем нанизываем бусину на иголку и набираем еще 4 узла, пико 5 узлов, пико 5 узлов. Закрываем кольцо и делаем фиксирующий узелок, не переворачивая работу. Не затягивайте сильно кольцо, чтобы оно не было круглым. Для второго крылышка набираем 5 узлов, присоединяемся к предыдущему кольцу, затем еще 5 узлов и снова выполняем соединительную петлю.
Теперь набираем 7 узлов, добавляем бусину и набираем еще 17 узлов. Закрываем кольцо, не переворачивая работу. Теперь выполним голову стрекозы. Набираем 4 узла, подтягиваем бисеринку, 3 узла, бисеринка, 4 узла. Закрываем кольцо, не переворачивая работу. Выполняем симметричные крылышки. Закрываем кольцо и присоединяемся к последнему комбинированному кольцу. Отрезаем нитки, делаем 2 узелка и прячем лишние кончики в узелки рядом расположенного кольца. Вот и все. Стрекоза готова. Надеюсь, вам понравилось. Если да, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующее видео.